Вы когда-нибудь задумывались, почему, несмотря на все самые дорогие ошейники, капли на холку и таблетки, ваша кошка продолжает чесаться? Вы пылесосите ковры по 3 раза в день, стираете лежанки в кипятке. Но эти крошечные коричневые захватчики возвращаются снова и снова. Это заставляет вас чувствовать себя побежденным, не так ли? Как будто вы сражаетесь с армией, которую невозможно остановить. Но что, если я скажу вам, что вы боролись не на том фронте? Большинство владельцев обрабатывают кошку снаружи, надеясь, что химия отпугнет паразитов. Но настоящая победа над блохами начинается внутри. Блохи не выбирают свою жертву случайно. Они ищут специфические сигналы: слабый кожный барьер, разбалансированный кишечник и определенный химический запах крови, который говорит им: этот хозяин беззащитен. Привет всем! Я доктор Тони Ли, ваш ветеринар, и добро пожаловать на канал. Сегодня мы проведем настоящий мастер-класс по биологической защите. Я раскрою вам 14 простых ингредиентов из вашей кухни, которые изменят химическую подпись вашей кошки настолько, что блохи и клещи будут обходить ее стороной. Мы разберем, как восстановить кишечный щит, как создать невидимый запах-отпугиватель, который не чувствует человек, но ненавидят паразиты, и я представлю вам ингредиент номер 9, настоящую секретную бомбу ветеринарной диетологии. Это будет длинный разговор, так что возьмите блокнот, потому что это видео навсегда изменит ваше отношение к защите питомца. Глава 1. Кишечный щит. Почему база решает все? Прежде чем мы перейдем к отпугиванию, мы должны понять, почему ваша кошка вообще стала вкусной для блох. В ветеринарии мы знаем, что паразитов привлекают животные с нарушенным внутренним балансом. Если кишечник работает плохо, организм выделяет через кожу метаболиты, которые служат для блох своего рода маяком. Наш первый шаг — отключить этот маяк. Ингредиент номер 1. Натуральный костный бульон. Вы, вероятно, использовали его для супов, но в миске вашей кошки это мощное средство защиты. Домашний костный бульон обязательно без соли. Богат коллагеном, глицином и желатином. Эти нутриенты буквально заклеивают микротрещины в слизистой оболочке кишечника. Исследования показывают прямую связь между здоровой микрофлорой и сопротивляемостью, внешним паразитам. Когда кишечник заживает, кожа перестает подавать сигналы бедствия, которые улавливают блохи. Просто добавьте 2 столовые ложки теплого бульона в еду 1 раз в день. Кошки обожают этот вкус, а блохи ненавидят результат. Ингредиент номер 11. Костный бульон, обогащенный коллагеном. Это усиленная версия первого шага. Коллаген — это белок, который укрепляет кожу и соединительные ткани, создавая плотный, здоровый барьер. Здоровая, увлажненная кожа намного сложнее для прокуса паразитам, чем сухая и воспаленная. Когда кожа в идеальном состоянии, блохам гораздо труднее питаться и размножаться. Добавьте 2 столовые ложки такого бульона с щепоткой гидролизованного коллагена, ежедневный рацион для максимального эффекта. Глава 2. Химический камуфляж-запах, который отпугивает. Теперь, когда мы начали чинить базу, нам нужно создать активный репеллентный барьер. Кошки потеют и выделяют вещества через кожу, и мы можем использовать это, чтобы создать невидимый плащ. Ингредиент номер 2. Пивные дрожжи. Это классика натурального ухода. Пивные дрожжи богаты витаминами группы В, особенно тиамином, бодин. Когда кошка потребляет эти витамины, ее тело начинает выделять специфический запах, который абсолютно незаметен для человеческого носа, но крайне неприятен для блох и клещей. Это работает как профилактика. Блоха даже не захочет прыгать на животное, которое пахнет для нее опасностью. Просто посыпайте еду небольшим количеством дрожжей ежедневно. Ингредиент номер 9. Пищевые нутрициональные дрожжи. А вот и наш секретный агент. Это один из наименее известных, но самых эффективных ингредиентов. Пищевые дрожжи богаты витаминами бодин, B6 и B12. Помимо того, что они меняют запах кожи,
Делая ее непривлекательной для паразитов, они укрепляют шерсть изнутри. Более густой и здоровый мех физически затрудняет доступ блох к коже. Крошечная щепотка нефортифицированных пищевых дрожжей в день значительно усилит естественную защиту вашей кошки. Глава 3. Жирные кислоты – оружие прямого действия. Некоторые продукты работают не только как репелленты, но и как активные разрушители жизненного цикла паразитов. Ингредиент номер 3 – кокосовое масло. Кокосовое масло содержит лауриновую кислоту. Это удивительное соединение способно напрямую повреждать паразитов. Когда кошка употребляет небольшое количество кокосового масла, лауриновая кислота начинает выделяться через поры кожи и шерсть. При контакте с ней защитная оболочка блохи повреждается, что приводит к обезвоживанию паразита. Начните с 1-4 чайной ложки в день, так как пищеварительная система кошек очень чувствительна. Бонусом вы получите невероятно блестящую шерсть и уменьшение линьки. Ингредиент номер 6. Масло лосося. Омега-3 жирные кислоты и EPA-DHA – это ключ к подавлению воспаления кожи. Когда блоха кусает кошку, именно воспалительная реакция вызывает зуд. Масло лосося укрепляет клетки кожи, делая среду менее благоприятной для паразитов. Исследования подтверждают, что кошки, получающие омега-3, проявляют меньше раздражения от укусов и меньшую активность паразитов. Половина чайной ложки масла холодного отжима в день, и кожа вашей кошки превращается в неприступную крепость. Глава 4. Очищение изнутри. Разрыв цикла. Блохи процветают там, где пищеварение замедлено, а организм перегружен отходами. Нам нужно ускорить процесс очищения. Ингредиент номер 4. Тыквенное пюре. Натуральное пюре без сахара – один из самых недооцененных инструментов. Клетчатка тыквы помогает очистить пищеварительный тракт, улучшая выведение токсинов. Плохая абсорбция питательных веществ создает идеальную среду для паразитов, а тыква помогает восстановить этот баланс. 1 чайная ложка в день улучшит не только стул, но и общее состояние кожи. Ингредиент номер 7. Семена тыквы. В народной медицине и этнофармакологии семена тыквы веками использовались против внутренних инвазий. Благодаря кукурбитину. Это соединение помогает бороться с организмами на ранних стадиях развития. Используйте сырые органические семена, измельченные в мелкий порошок. 1-4 чайной ложки 3 раза в неделю помогут поддерживать внутреннюю чистоту, что косвенно снижает привлекательность кошки для внешних захватчиков. Ингредиент номер 12. Натуральный кефир. Пробиотики в кефире балансируют флору кишечника. А мы уже знаем, сбалансированный кишечник – это другой запах тела и крепкий иммунитет. Кошки чувствительны к лактозе, поэтому давайте не более половины чайной ложки пару раз в неделю. Это поможет уменьшить постоянный зуд, вызванный внутренней интоксикацией. Глава 5. Ароматические барьеры – сила трав. Некоторые растения обладают естественными инсектицидными свойствами, которые мы можем безопасно использовать. Ингредиент номер 5. Ромашковый чай. Ромашка содержит соединения, которые могут слегка изменять естественный запах кожи, делая его менее привлекательным для насекомых. Она обладает мягким репеллентным эффектом и абсолютно безопасна в умеренных дозах. Добавьте чайную ложку очень слабого и остывшего чая в миску с водой пару раз в неделю. Это успокоит раздраженную кожу и снизит зуд. Ингредиент номер 8. Кошачья мята, катнип. Многие думают, что это просто развлечение, но кошачья мята содержит нипеталактон. Это вещество – мощный природный репеллент, который отпугивает блох и даже комаров. Когда кошка играет с мятой и трется о нее, нипеталактон остается на шерсти. Посыпайте сухой мятой подстилку или игрушки раз в неделю. Это отличный способ профилактики новых заражений. Ингредиент номер 14 – свежая петрушка. Свежая петрушка – плосколистная, богата хлорофиллом, который поддерживает функцию печени и способствует созданию здоровой внутренней среды. Здоровая печень лучше выводит продукты метаболизма, которые могли бы привлекать блох.
Кроме того, хлорофилл традиционно ассоциируется с защитой от насекомых. Петрушка также помогает лучше усваивать омега-3 и витамины группы В. Но будьте осторожны, кошки чувствительны к растениям, поэтому используйте лишь крошечную щепотку мелко нарезанной зелени пару раз в неделю. Глава 6. Нутритивная поддержка, усиление иммунитета. Если кошка ослаблена изнутри, никакие внешние средства не помогут надолго. Нам нужно поднять ее внутренние резервы. Ингредиент номер 10. Сардины. Эти маленькие рыбки – суперфуд. Они содержат омега-3, коэнзим К10 и, что самое важное, таурин. Когда уровень таурина в норме, иммунная система и кожный барьер работают на полную мощность. Исследования показывают, что кошки, чей рацион богат цельной жирной рыбой, имеют более здоровую кожу и меньшую активность паразитов по сравнению с теми, кто ест только обычный сухой корм. Одна маленькая сардина в воде, без соли, дважды в неделю, и вы увидите разницу в блеске шерсти и здоровье кожи. Ингредиент номер 13. Продукты, богатые таурином, куриные сердца. Таурин – это незаменимая аминокислота, которую кошки не могут производить сами. Его дефицит делает кожу уязвимой, а иммунитет – слабым. Лучший источник таурина – это отварные куриные сердца без специй. Давая их пару раз в неделю, вы укрепляете общее здоровье и делаете питомца менее аппетитным для паразитов. Два типа владельцев. Друзья, мы сегодня разобрали мощнейший арсенал. Когда все эти 14 ингредиентов работают вместе в рамках сбалансированного питания, ваша цель не просто избавиться от блох, а сделать кошку настолько здоровой изнутри, чтобы паразиты сами не захотели на ней жить. Прямо сейчас есть два типа владельцев кошек. Первые посмотрят это видео и забудут о нем через 5 минут, продолжая покупать химикаты и удивляться, почему они не работают. Вторые – это те, кто уже завтра добавит первую ложку костного бульона или щепотку дрожжей в миску своего друга. К какому типу относитесь вы? Напишите в комментариях, какой из этих 14 ингредиентов станет первым в вашем списке. Пробовали ли вы уже что-то из этого арсенала? Я читаю каждый ваш комментарий, и ваш опыт может помочь кому-то другому спасти своего питомца от вечного зуда. Если эта информация была для вас полезной, поставьте лайк и подпишитесь на канал. Мы здесь, чтобы вместе расшифровывать секретные коды здоровья наших любимцев. Погладьте свою кошку за меня, теперь она под надежной защитой. Увидимся в следующем видео.